Хотел бы поговорить в этом видео на тему того, какое значение имеет для мужчины создание семьи. Собственно, решил я поговорить на эту тему, потому что однажды я услышал от своего родственника мужского пола такую фразу: «Главное – это семья». В тот момент я никак не пытался осмыслить свою реакцию на его фразу, так как она проявлялась в моем каком-то интуитивном неприятии ее как верной. Не берусь утверждать, конечно же, за всех мужчин, но я интуитивно отношусь к идее семьи как к чему-то абсолютно второстепенному, так как для меня, например, главное – это самореализация. Могу предположить, почему идея первостепенности семьи может главенствовать в мужской голове. Собственно, на постсовковом пространстве в силу его идеологизированности идея существования человека базировалась на том, чтобы он был неотъемлемым элементом государства, а вернее просто его частью, расходным материалом. В этой связи любое настоящее качество человека, такое, например, как его половая принадлежность, не являлось частью его идентичности в этом обществе. Качества человека оценивались с позиции целесообразности деятельности человека для государства, а не для собственной самореализации. Может показаться, что мужчина был в большей степени угнетаем системой, чем женщина. Но это только на первый взгляд, потому как для госсистемы не имеет значения пол человека. Госсистема способствовала созданию у женщин ощущения, что они более привилегированы, чем мужчины. Но на самом деле это не так, потому как естественные отношения лишены каких-либо привилегий. Система же действует по принципу разделения ради сохранения самой себя. Нет выбора между тем, чтобы иметь семью или не иметь. Лично для меня не существует такого выбора, потому как у меня нет такой цели, которая могла бы быть порождена инстинктивными либо же сознательными желаниями. Опять же, для меня первостепенной целью на всех уровнях является самореализация. Я не говорю о том, что люди не должны создавать семьи. Я имею в виду лишь то, что каждый действует исходя из собственного уровня развития, определяемого, конечно же, относительно некоего правильного или неправильного в кавычках поведения. Так или иначе, представитель большинства, вне зависимости от пола, поступает в соответствии с усредненным шаблоном поведения большинства, которое как раз-таки и формирует любое общество. Поэтому категории хорошего и плохого в таком обществе можно считать лишь мерилом относительно поведения этого большинства.